оно все. Все это. Доброе утро, Касси. Как себя чувствуешь? Я принесла хлеб на случай, если ты захочешь поесть. Да, есть такое дело. Конечно, давай его сюда. Хлеб всегда был таким странным на вкус. Нереально жевать этими маленькими задними зубами. Походу, мусорщики просто не предназначены для того, чтобы есть хлеб. Что случилось? Что я сделала не так? Прости меня. Ты делаешь мне завтрак? Итак, Пендельфуд лучше? Да, Касси? Мне так жаль. Эй, а где Элим? Он ушел еще до рассвета. Сказал, что хочет глянуть что-то в архивах. Что? Зачем? Он едва умеет читать. О, наверное, это он. Может, спросишь его сам? Войдите. Итак, позвольте рассказать вам о том, какое интересное у меня было утро. Простите, мэм, младший рекрут Элим Дарелга запрашивает помощь. Ну, здравствуйте, мистер Дарелга. Чем могу помочь? Я ищу записи о... в общем, о превращениях. Записи? Вы имеете в виду народные сказки и тому подобное? Таких много. Дева перистая рыба, проклятие оборотня теплода. У каждого народа есть несколько таких. Вас интересует какая-то конкретная тема? Да, превращение Йинглета. Йинглоты? Это странно. Сейчас гляну. Йинглоты. Не могли бы вы подождать здесь, мистер Дарелга? Я вернусь через минуту. Этим заявлением вы ввели меня в заблуждение. Рекрут Дарелга, вы задержаны, и вам приказано выдать местоположение своих коллег. Ой, да ладно вам. У меня таковых примерно половина города. Но очевидно, они имели в виду вас, ребята. Потому мы и здесь. Мы не имели в виду Индрала. Что здесь вообще делает Индра? Что это за место такое? У нас есть приказ привести вас в центральное отделение Венмота. Пожалуйста, подчиняйтесь. Да-да, я прекрасно знаю, что произойдет, если я не стану. Ну, пойдемте. Хороший мусорщик. Эй, я сказал, что подчиняюсь! Ты был бы первым мусорщиком, сказавшим это, и не сбежавшим при первой же возможности. Янит, дорогая, оставай. Дорогая. Жди нас здесь, пока мы не вернемся. Хорошо? Хорошо, да. Идите. Я приготовлю вам сюрприз. Элим, ты слышал? Тот чувак, он просто... Ох, черт, почему это так смешно? Я тупею? Что со мной не так? За исключением всего... Как будто это место и раньше не было таким чертовски огромным. Ну так, может, не скажут, куда мы направляемся? Кое-кто наверху хочет тебя видеть. Погодите, кое-кто наверху? Сегодня мне предстоит умереть. Погодите, почему Веркруасалия хочет нас видеть? Не нас, только тебя. Твои коллеги будут задержаны для гарантии твоей готовности к сотрудничеству. Что? Не волнуйся, Кас. Наверное, это просто стандартная процедура. Все будет хорошо, Касси. Просто... Иди. Докладываю о прибытии. Видишь, вот и наш гость. Не стоило так волноваться. Итак... Да, секундочку. Здравствуйте. Чем могу помочь? Несомненно, это не одна из моих девочек. Будь оно так, это означало бы мой полный провал в качестве матриарха.
Неухоженный ракушечный жук, ужасная ошанка, расхаживает в жалких лохмотьях. Она явно не из нашего общества, что невозможно, рашнашанка. Итак, Визлет, не значит ли это, что она просто взялась из ниоткуда, или не была Йинглитом до недавнего времени? Наверное. Речь же быть о том, что это невозможно. Вы же не можете всерьез говорить, что тут замешана магия или случилось чудо. Это будоражит воображение, не правда ли, Кассен Акколь? Да, сэр. Ха! Так и знал. Тогда прошу, дайте нам свое объяснение. Как интересно. Какая удача. Я бы выразилась иначе. Но если это правда, я сильно заинтересована. Вы должны понимать, Кассен, сейчас очень трудные времена. И Винмот вскоре собирается сотрудничать с местным анклавом Йинглитов в некоторых делах. Поэтому, когда прошлой ночью Визлет пришла ко мне, утверждая, что работники Винмота были замечены за переправкой самки Йинглита из ночлежки динландцев, я был крайне обеспокоен. Последующие допросы дали лишь странные обрывочные россказни, которые могли разве что рассмешить. Они... О, ваши земляки в порядке. Пока что. О боже, сэр, прекратите! Не волнуйся ты так. Я не настолько кровожаден, как говорят. Всего лишь настолько, насколько положено главе гильдии. И кстати, у меня есть на примете одно повышение. Матриарх Визлет. Имею удовольствие предложить вам услуги мисс Акколь в качестве дипломата и посредника для укрепления союза между нашими народами. Это просто прекрасно, трейдмастер. Я принимаю ваше щедрое предложение от имени Йинглитов Вальшалии. Великолепно! Я отправлю ее в ваш анклав как можно скорее. Пусть это станет началом долгих и взаимовыгодных отношений. Разумеется, править это нелегко. Погодите, всё? Естественно, Что сейчас произошло? В такие времена даже малая только уважение дорогого стоит. Нет, серьезно, все, что я слышал, было... Это так прекрасно иметь пополнение в виде шамки для нашей кашты в этом городе. Нас и так немного, плюс воинственные анклавы так и хотят нас увести. Грядут большие перемены. Удачного пути, матриарх Визлет. Я скоро с вами свяжусь. Пройдемте со мной, Кассен. Да, сэр. Скажите-ка мне, почему, по вашему мнению, я поверил в то, что только вчера вы были мужчиной? Почему я так думаю? Вы знаете что-то про эту светящуюся стеклянную штуку? Боюсь, что весьма немного. Только то, что эти штуки, имеющие неизвестное происхождение, появляются в местах, где промышляют Йинглиты, когда странствующая луна вызывает отлив. Как будто они знают, где их искать. Конечно, они это отрицают, но у нас есть весомые доказательства. Ау. Так вот. Как хорошо, что у нас появился посол в анклаве Йинглитов. Ох, какие вещи она может там услышать. Да, понимаю. Отлично, отлично. В конце концов, это всего лишь бизнес. И у меня есть некоторый личный интерес к вам, маленький Кассен. Видите ли, у меня есть личные мотивы для продолжения исследований. Много лет я спонсировал различных ученых и множество экспедиций. Ведь знание дороже золота. И я понимаю, насколько ценно то, что внутри вашей маленькой головы. Вы оказались в ситуации, ранее описанной лишь в мифах и сказках. Ни один мужчина, ни одна женщина не знает, какова жизнь другого пола. А если кто-то и знает, то никогда не описывал. А разница между человеком и зверем еще больше. Как мы можем знать, что они думают, чувствуют, как воспринимают мир? Вы тоже можете об этом судить, ведь Йинглиты настолько молодая раса, что в них до сих пор живы остатки инстинктов их предков. А если и то, и другое одновременно? Уверен, это трудно воспринимать. И я боюсь, что это может усложнить наши исследования. Однако мы сможем увидеть, как жизнь наших женщин отличается от таковой у Йинглитов.
Я прочитал ваше досье. Там сказано, что вы умеете читать и писать. Вы можете это, несмотря на ваше состояние? Думаю, да. Прекрасно, потому что это будет еще одной вашей обязанностью. Будете работать с одним из моих специалистов. Вы, наверное, уже о нем наслышаны. Рен! Да, сэр? Отличные новости. Исследование, о котором мы говорили утром, действительно возможно. Я хочу, чтобы ты начал его немедленно. Серьезно? У нас есть живой объект, сменивший вид и пол? Это оно? Да, это оно. Ты даже говоришь, как они. Ну, слишком мало зубов находится рядом с этим большим передним, так что я не могу упереть в них язык, чтобы произносить те звуки. Да, это именно то, что вы должны записывать. Оно умеет писать? Я могу выделить человека, чтобы тот ходил за ним и делал записи. Ха-ха, в этом нет нужды. Кассен грамотен. О, какая невероятная удача. Знаю, все это слишком много, чтобы принять Кассен. Но для нас важно, насколько это может раздвинуть границы человеческого понимания. Достаточно для маленькой прибавки, надеюсь. Прибавки? О, Кассен, исполняйте здесь свои обязанности, и вам больше никогда не потребуются деньги. Вообще-то, я бы хотел, чтобы эти деньги разделили между моими друзьями, теми, что внизу. Это можно устроить, если этим мы обеспечим хорошее сотрудничество. Да, и ночлег гренландцев. Знаю, что это возжесть доброй воли, но еда там могла быть и получше, и там могло быть попросторнее. И это можно устроить, если этим мы обеспечим хорошее сотрудничество. Но помните, ваши требования дают мне право требовать большего и от вас, Кассен. Итак, по рукам. Вот почему я теперь чертов мусорщик. Сижу в центральном отделении Ивенмота и расписываю подробно все те унижения, что я перенес со вчерашнего дня. Черт, эти маленькие ужасные руки, очевидно, не предназначены для того, чтобы держать перо. Да, я растерян, но в основном я немного напуган, и моя гордость болит как от хорошего удара. Но, видимо, у меня есть шанс сделать что-то важное во всей этой кутерьме. Потеря почти всего, что у меня, было, однажды не смогла меня остановить. Так что я не знаю, насколько меня осталось. Но черт, я уверен, что не сдамся и в этот раз. Я не знаю, чего ожидать от грядущих дней. Но то, что Рен запросил мне образцы физиологических жидкостей, дает мне право считать, что это будет довольно унизительно. Но я не могу это оставить. У меня появился шанс проложить мой путь вперед, так что я буду держаться за него столько, сколько это возможно. С этими глупыми, тощими ручками.
Что у меня вообще осталось? Как я буду? Я дальше не могу. Хочешь что? Я тебя... Хочешь, я Я тебя запуталась в ударю? трех словах. Я прочитал ваше досье. Там сказано, что вы умеете читать и писать. Вы можете это, несмотря на ваше состояние. Замечательно, я забыл слова. Простите, мэм, младший рекрут Элим Дайрелло. Тьфу. Простите, мэм, младший рекрут Элим. Элим. Элим тарелка. Это можно устроить, если этим мы обеспечим хорошее сотрудничество. Блять. Да, и ночлежка гренландцев. Знаю, что это ваш жест доброй воли, но еда там могла быть и получше. И там могло бы быть попросторнее. Да что за это попросторнее-то, ёпта. Перезапись. Вы должны понимать, Кассан, сейчас очень трудные времена. Прошу прощения, что-то я вот, как и все на Ивенмоте, постоянно заикаюсь. Блин, какой-то пиздец.